Всем привет, друзья! Вы на канале Ленивый Турист. Это очередное видео на моем канале, в котором я вам расскажу о месте, которое когда-то процветало, но в современное время, увы, уже многие даже о нем не знают. Сегодняшняя история будет про пляж Лесной пруд на Булыгина. Многие, я уверен, даже не слышали об этом месте, но думаю, многие видели вот эти вот необычные колонны где-то на фото или на видео. Вот это как раз то, что осталось от этого пляжа. Дамба и ограничительные колонны. Но сперва, как всегда, я попрошу вас подписаться на канал, чтобы у меня была мотивация делать подобные видео для вас чаще. Ведь я не хочу ограничиваться одним Алтаем, я хочу рассказать вам обо всем интересном на планете, и вы помогаете мне в этом. История рождения этого места начинается в далеком 1859 году, когда барнаульский мировой посредник Булыгин взял в аренду у кабинета его императорского величества 75 десятин земли по левому берегу реки Барнаулки для ведения пчеловодства, скотоводства, огородничества и покосов. В начале 20 века Булыгинская заимка была уже крупным постоянным поселением. Ее разделили на несколько десятков более мелких участков и сдавали в аренду частным лицам для различных нужд. Большинство арендаторов заключали договоры по аренду участков под строительство жилых домов. Так появилась Булыгинская заимка. Особо активное развитие этому месту дал барнаульский пожар 2 мая 1917 года. Ведь тогда сгорело почти 60 кварталов города. Без крыши над головой осталось 3120 семей, или около 20 тысяч человек, из 56-тысячного населения города. В огне погибло 34 человека. Убытки от пожара составили в те года около 30 миллионов рублей. Ставь лайк, если хотел бы видео про барнаульский пожар 1917 года. В заимку хлынул поток вынужденных переселенцев, что привело к резкому росту населения в этих местах. Так здесь появился целый поселок. В 1930-е годы поселку было присвоено имя революционера Сергея Мироновича Кирова, убитого в 1934 году. Изначально искусственное водохранилище на Барнаулке проектировалось в целях борьбы с негативными проявлениями русловых процессов реки и только во вторую очередь как рекреационная зона. Проект гидротехнического сооружения был составлен институтом Алтай-Гидпроводхоз в 1975-76 годах. Со стороны поселка была сооружена бетонная набережная, поперек течения реки возвели дамбу с 3 шандорами, а со стороны Соснового Бора преградой в воде служило естественное возвышение рельефа. В 1980 году работы были закончены, и город получил новую зону отдыха – пляж Лесной пруд. Долина водохранилища составляла почти 2 километра, максимальная ширина более 300 метров, а объем почти 1,5 миллиона квадратных метров. Берег со стороны леса усыпали чистым золотистым песком. На пляже работали кабинки для переодевания, душевые и спасательная станция. За сезон пляж посещали почти 50 тысяч человек. Среди горожан это место называлось просто Булыгинский пляж. После распада СССР, как и многие объекты уже новой России, стали приходить в упадок из-за прекращения финансирования. И пляж Лесной пруд не стал исключением в 90-х годах. Все реже проводились работы по берегоукреплению и углублению дна. Несмотря на старания проектировщиков, давали знать различные нарушения при строительстве и эксплуатации. Ко всему в придачу становилось все сложнее сдерживать Барнаулку. Ее воды несли большое количество мусора и ила, благодаря чему дно пруда постоянно росло. В некоторых местах начиналось заволачивание и, как следствие, ухудшение экологической обстановки водоема, размножение бактерий. Разумеется, в те непростые годы денег на восстановление водоема не нашлось, поэтому было принято решение пруд спустить. Это произошло в 2002 году. Пляж закрыли, спасательная станция была ликвидирована за ненадобностью. Вода ушла, и площадь бывшего водоема заросла тальником. В наши дни, стоя на берегу Мертвого озера, взгляду открывается огромная, покрытая кустарником, заволоченная территория. Бывшие берега завалены мусором. Тишина и запустение воцарились там, где когда-то плескалась желтоватая вода и веселились люди. С трудом верится, что еще в 90-е годы здесь находился живописный пруд, водную гладь которого бороздили лодки, а берега в утренние часы наполнялись рыбаками. Даже в 2021 году это место по-прежнему так и не восстанавливается, все больше и больше превращаясь в свалку. Хотя горожане не брезгуют здесь даже купаться и ловить рыбу, несмотря на предупреждающие знаки. Из-за большого количества здесь купающихся детей без присмотра родителей иногда случаются трагедии, как, например, зимой 2018 года, когда 12-летний мальчик провалился под лед и был унесен течением. Также ограничительные столбы, которые построены с целью предотвращения попадания крупного мусора в дамбу, такие как бревна, тоже служат объектом повышенной опасности, ведь по ним также лазят дети и подростки. Восстановлением этого места власти города заниматься не собирается, зато по информации тут планируется построить жилой комплекс. Компания МДС Алтай обустроит самую протяженную набережную в 2,2 километра, вдоль которой вырастут 29 жилых высоток и социальные объекты. Вот только устоят ли высотки на болотистой местности и как долго, пока неизвестно.
интересно. На этом у меня все. Надеюсь, вы узнали что-то новое из моего видео, и если это так, то не забудь поддержать это видео лайком. Для тебя это бесплатно и занимает всего лишь 2 секунды, а для меня это награда за мои труды. Всем спасибо за просмотр, до скорых встреч.